Ее история началась в караване, который ездил по всему миру, торгуя и развлекая жителей городов. Ее родители были частью этой вереницы, но они были обычными путешественниками, которые не искали ни обогащения, ни каких-либо могущественных артефактов. Нет ничего лучше необдуманных путешествий, ведь, как говорится, если дать волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет. Каждый великий герой, как правило, начинает свой путь с великой трагедии. Траксос не исключение. Темной ночью разбойники напали на караван недалеко от поселения Дроу, раса низкорослых троллеподобных и далеко не располагающих внешним видом существ. Но, несмотря на их неказистость, шумное убийство невинных навлекло гнев тихого народа. Разбойники были отбиты, а большая часть каравана спасена. Большая, но были и убиты, среди которых оказались и родители будущей рейнджер. После схватки среди догорающих повозок Дроу нашли маленькую девочку и решили не бросать ее на произвол судьбы. Так Траксос стала частью народа Дроу. Шли год, уже ребенком юная девочка проявляла те черты, которые так ценились у Дроу: скрытность, безмолвность и хитрость. Душой, если не телом, она как будто подкидыш Дроу, возвращенный в свой настоящий дом. Но время шло, она росла все больше и больше и чувствовала себя уродиной. Помимо всего, черты ее лица были гладкими и симметричными, лишенные бородавок и жестких усов. Настало время, когда Траксис решила покинуть приютившее ее племя. Она ушла в лес, решив избрать путь отшельницы. Ходят слухи, что и до сих пор она живет в тех лесах, поклоняясь божественному духу совы. Возможно, это она переняла у расы Дроу. Чтобы выживать, Траксис обучилась охотиться и убивать. Но нет, она не наемник, смотрительница. Скрытая и отважная, неуловимая и меткая. Любые угрозы, исходящие от кого-либо, пресекались ею в лесу, будь то отряд разбойников или, к примеру, снежный демон, спустившийся с гор, чтобы бросить вызов лучнице. Темная сущность была наслышана о силе и ловкости юной охотницы, но высокомерность демона не давала ему поверить в то, что кто-либо может одолеть его. Ему пришлось преодолеть длинный путь, чтобы найти Траксос на свое же несчастье. Демон был перехитрен воспитанницей расы Дроу и сражен. Кстати, таланту морозить свои стрелы она научилась после убийства этого демона, изучив темную магию падшего. Несмотря на свою силу, Дроу Рейнджер не причиняла вред никому из простых людей. Потерявшиеся странники, нашедшие выход из леса, иногда рассказывают о невероятно красивой стражнице, наблюдавшей за ними из гущи леса. Лучница очень сильно восхищается Сильванской гвардией. Это фракция, которая патрулирует в лесах близ земель Дроу. Они вооружены луками и перемещаются незаметно. Каждый лучник гвардии изготавливает стрелы для себя лично, а Дроу Рейнджер иногда шпионит за сильванскими стражами, даже переодевается в доспехи, чтобы притвориться частью гвардии. Непобедимость и истинная красота воспитали в Траксос чрезмерное себялюбие. Она восхищается своими навыками и даже стилем одежды. Элегантная, ловкая и скрытная, обжигающая как лед. Она двигается, словно туман в тишине. Лишь тихий шепот вдалеке скажет, что ее ледяная стрела нашла путь к чьему-то сердцу.